Всем привет, меня зовут Аружан, я диджитал-художница из Казахстана. Я заканчиваю свой бакалавр по специальности Computer Science. Моими исследовательскими интересами являются Human-Robot Interaction, Human-Computer Interaction, Computer Vision и деколонизация технологий. Также я веду канал про антропологию искусства в Казахстане и интердисциплинарное искусство под названием Интер. Я состою в коллективе под названием Бортникшлер коллектив, где мы занимаемся интердисциплинарным искусством с перформансом. На сегодняшнем уроке я буду показывать, как кодить в реальном времени, используя это как медиум для ваших художественных практик. Лайфкодинг — это вид перформативного искусства, где вы, как перформер, кодите и показываете результат, а зрители смотрят на вас. Все детали таких перформансов, как место, это могут быть концертные залы, коридоры университетов или алго-рейвы, также количество зрителей и кодеров. И самые главные инструменты, то есть ваш технологический стак, все зависит только от вас. Также в этом перформансе зрители могут комментировать, предлагать свои идеи, и вы можете отвечать, что делает перформанс очень интерактивным. Например, есть организация Top Lab, которая существует с 2004 года, которая занимается продвижением лайфкодинга. Они собирают программисток, художниц и всех, кто заинтересован в лайфкодинге, чтобы организовать конференции. Также из центральноазиатских художниц я могу отметить Амину Губен, которая аспирантка в Калифорнийском университете в Санта-Крус, которая тоже делала перформанс в стиле алго-рейва. Как я говорила ранее, я состою в Бортникшлер коллектив. Мы программистки, художницы, инженеры математики делаем лайфкодинг перформансы с упором на то, что мы выступаем в самых неожиданных местах. Самой главной особенностью лайфкодинга это является его доступность и инклюзия. Все инструменты можно скачать, модифицировать и распространять. Тем более, если вы знаете язык программирования, можно создать свою платформу или контрибьютить в существующие платформы. Добро пожаловать в основную часть урока. И на самом деле для того, чтобы создавать визуалы в реальном времени, могут использоваться разные платформы, приложения или инструменты и даже языки программирования. Но мы на этом уроке будем фокусироваться на платформе, на веб-интерфейсе под названием Hydra. Hydra — это создание лайфкодинг визуалов в самом браузере, и это может создаваться в любом браузере. И на самом деле, как говорит художница Оливия Джак, которая создала это приложение, это было вдохновлено аналоговым модульным синтезатором. В этом синтезаторе есть разные источники, как генераторы, камеры, окна приложения, которыми вы можете манипулировать, а потом создавать визуалы в реальном времени. Как рассказывает сама креаторка, самым главным идейным вдохновителем этого проекта был Satellite Arts Project, который создан художницей и художником Кит Гэллоуэй и Шерри Рабиновиц в 70-е годы. Тогда они еще учась в Калтеке, используя спутник, отправляют видео между двумя местами. Поэтому они переосмыслили картинку как видео в реальном времени. Итак, давайте посмотрим, как выглядит Hydra. Для этого мы открываем свой Google браузер, и Hydra можно получить доступ через hydra.object.xyz. Теперь мы, когда открываем, мы видим окна приложения, окна этого веб-браузера, и оно нам предлагает инструкции, что Hydra — это Love Coding Video Synthesizer, мы это нажимаем на X, и теперь мы видим, что тут есть код, который сделали другие люди. Для того, чтобы очистить этот код и начать свой код, мы нажимаем на кнопку «Очистить», которая выглядит как мусорный ящик. Когда мы нажимаем на эту кнопку, мы видим, что теперь у нас черный экран, и мы видим, что они нам предлагают написать свой код и его заранить, чтобы затестить. Также какие кнопки нам нужно знать в этом случае? Это кнопка «Запустить», которая еще может быть использована через горячие клавиши, которые в Ctrl-Shift-Enter будет отвечать за это. Теперь мы видим, что еще есть кнопка Show Random Sketch. Это то, что мы можем нажать, и к нам выйдет просто рандомный скетч, который создали другие люди. Также есть очень интересная кнопка, которая называется Make Random Change. Это сделать рандомные изменения. Когда мы нажимаем на это, алгоритм просто берет и меняет наш код, но он не меняет его структуру, он меняет просто значение. Но для того, чтобы вообще приступить кодить в Hydra, нам надо узнать основные концепции языков программирования. Как вы знаете, Hydra она написана на JavaScript. Это язык, который используется для того, чтобы писать интерактивные веб-интерфейсы, то есть наш веб-браузер. И для того, чтобы человек интерактил с веб-браузером, нам нужны эти языки программирования. В этом случае мы начинаем с первого. Какие концепции языков программирования нам нужно знать? Первый — это код. Код — это строка, в которой мы пишем наши инструкции, а потом наш компьютер должен это понимать. Код, он будет основан на языке программирования, и каждый язык программирования имеет определенный синтакс. Это набор правил, который присущен только этому языку программирования.
Теперь, что такое ошибки? Будет случаться так, что когда мы будем писать код, ничего не будет происходить. Это будет значить, что какая-то ошибка пошла в нашем коде. И тогда красным цветом нам Hydra будет подсказывать, что у нас пошла ошибка. И третья важная вещь, концепция, которую мы должны знать, это комментарии. Мы пишем их через forward slash, или это называется просто дроби, чтобы написать комментарий. Комментарий нам помогает понимать код, и если мы будем отправлять код другому программисту или другой программистке, мы хотим, чтобы они тоже понимали наш код и логику кода, поэтому мы пишем комментарий через вот эти вот слэши. Теперь, зная основные три концепции языков программирования, давайте будем изучать функции, которые присущи только Hydra. Даже если Hydra была написана на основе JavaScript, она использует специфические функции и их применение в этом веб-интерфейсе. Первый код, который всегда учат все люди, которые пишут на Hydra, это то, что мы будем писать as later. Так, уберем комментарий и уберем этот комментарий тоже. То есть мы будем писать as later, 2 скобки, alt и опять 2 скобки. И тогда мы нажмем Ctrl-Shift-Enter, чтобы мы сделали этот код видимым. Тогда мы будем видеть осциллятор. То есть мы сейчас создали объект осциллятора, который выглядит как осциллятор, который модулирует осциллятор, из которого мы видим, что у нас уже происходят визуальные изменения в Hydra. Но что нам говорит эта строка кода? То, что мы создали осциллятор и аутнули его, то есть вывели на экран. Но, возможно, вам это будет ничего говорить на данный момент, поэтому мы должны еще посмотреть, что значит функции, что значит их переменные и что значит их аргументы. Я убираю свой код тут, и я буду сейчас писать самую базовую функцию, которая будет здороваться с нами. Мы ее назовем function, то есть мы начнем с function, это синтаксис JavaScript. Мы назовем эту функцию hello. То есть эта функция должна будет нам говорить hello и ваше имя, например, hello cyberclass. И теперь мы пишем эту функцию. Сюда мы, самое главное, вот мы написали функцию, дали ей имя. Ее имя hello. Теперь нам нужно сделать так, что у него будет аргумент. Но на данном этапе, даже если мы знаем самые базовые концепции языков программирования, мы должны учесть, что сейчас oscillator out, то есть то, что мы вывели осциллятор на экран, ничего нам не говорит. Поэтому давайте попробуем покодить самую базовую функцию и понять, что такое функции, что такое параметры и что такое их аргументы. Давайте создадим функцию, пишем function. Это синтаксис JavaScript, что если мы хотим создать функцию, мы пишем function. Теперь давайте дадим имя этой функции. Она будет называться hello. Почему? Потому что эта функция будет с нами всегда здороваться. Вообще, что значит функция? Функция — это блок кода, который может быть использован многократно. И теперь, когда мы сказали, что у нас есть функция hello, мы должны туда написать, внутри этих скобок, написать их параметры. Параметрами может быть переменная. Переменная называется name. Переменная — это на самом деле любая ячейка в памяти, которая будет хранить значение. И поэтому мы ее называем name, потому что мы должны хранить значение имени, потому что мы хотим поздороваться с определенным человеком. После того, как мы говорим name, мы говорим console.log и пишем hello, то есть он должен говорить hello, вот он должен здороваться, hello. Также он должен включить наше имя. Пока что имя нам неизвестно, так как самая главная функция, эта функция хочет сделать так, что в имени будет именно наше имя. Теперь мы идем дальше, и давайте вызовем функцию. То есть мы, как только ее создали, мы хотим, чтобы она была использована. И мы пишем hello и говорим туда наше имя. Окей, давайте посмотрим и заранее. Для того, чтобы заранить, в этом случае нам надо будет использовать Ctrl-Shift-I, то есть мы переходим в более расширенные функции этой Hydra, и когда мы раним код, мы видим, что тут в конце мы видим hello cyberclass. То есть cyberclass — это аргумент, который мы дали для этой функции, и эта функция была вызвана, потому что эта строка hello cyberclass отвечает за то, что мы вызвали функцию. Вызвали функцию — это значит, что мы использовали функцию. И поэтому теперь
как только мы написали этот код, мы знаем, что есть функция, которая может быть использована многократно, что у него есть параметр, и что этот параметр может стать аргументом, то есть мы дали аргумент CyberClass. Мы будем использовать знание функций, их параметров и аргументов в том, как мы будем писать функции, которые есть в Hydra. И теперь мы убираем весь этот код. Теперь мы будем знакомиться со самыми главными источниками в Hydra. Это у нас первый осциллятор, который мы ранее писали. И оказалось, у него есть параметры. У него есть параметр frequency, то есть насколько часто будет у нас частота колебания будут. Также у нас есть параметр sync, это значит то, что насколько он будет синхронизироваться с другими источниками. Также у нас есть дополнительный параметр, он называется offset, но он опциональный и им можно не пользоваться. Теперь frequency и sync, они могут брать любые значения frequency. Чем больше значений frequency, чем значит быстрее у нас будет осциллятор двигаться. Sync, максимальное значение его 1, от 0 до 1, то есть это тоже будет означать его синхронизацию. Давайте попробуем, например, написать, у нас осциллятор будет 10 frequency и sync будет 0,2. Ctrl-Shift-Enter, и мы видим, что теперь у нас осциллятор поменялся. Также у нас есть и другие источники, которые мы будем использовать. Это, например, noise. Как подсказывает нам название, это шум. Вот, например, давайте мы выведем самый базовый шум. Это будет выглядеть так. Теперь мы знаем, что у него есть параметры, scale, и также есть у него offset. На самом деле, offset — это очень интересный параметр который подсказывает, где нам начать его преобразование, где нам начать его перемещение. Но поэтому оно и опционально. Теперь мы знаем, что есть scale. Итак, чем больше scale, тем больше будет шума. Мы пишем 100. Видим, и у нас очень много шума появилось тут. И он пока черно-белый, потому что мы пока не работаем с цветом. Идем дальше. У нас также может быть как источник использован. Это Voronoi. Voronoi — это диаграмма Voronoi, то есть у них это набор выпуклых многоплоскостей, которые мы будем еще использовать. Итак, мы его выведем на экран. То есть мы увидим самый базовый Voronoi и какие параметры у него есть. Это у нас есть, опять же, scale. То есть чем больше scale, тем больше у нас масштаба. Теперь у нас есть еще его speed, скорость. И теперь есть blending. Это насколько он смешивается друг с другом, потому что мы видим тут очень много выпуклых многоугольников, и чтобы регулировать их интеракшн и о том, как они взаимодействуют друг с другом, мы будем использовать эти параметры. Итак, scale давайте дадим 100, 0,1 speed, давайте чуть побольше, 10, потому что мы хотим видеть, что оно быстрее двигается, и blending будем давать 0,1, 0,2. И вот, теперь мы видим в Voronoi эти выпуклые многоугольники, которые похожи на шум, который мы создавали ранее. И теперь вот такие вот источники — это самые базовые вещи, которые нам нужно знать в Hydra. Поэтому я еще сейчас расскажу о том, что у нас есть еще shape и gradient. Переходим к shape. Shape, у него есть, давайте посмотрим базовый shape. Это у нас треугольник стоит. Теперь у него есть параметры под названием sides, то есть мы можем регулировать, сколько у него есть сторон. Потом еще мы можем регулировать радиус и можем регулировать smoothing. Что это все значит? Sides — это стороны этого нашего шейпа. Радиус — это о том, что какой у нас будет радиус той фигуры, которую мы создаем, и smoothing — это сглаживание этих сторон. Давайте дадим им значение 100. Но 100 это будет близко к кругу, поэтому давайте создадим 4. Четыреугольник мы хотим создать 4, потом даем 10 и, например, 0,1. И теперь я хочу познакомить с вами еще с одними источниками, потому что источники являются базой в Hydra, потому что это первая функция, которую мы всегда используем. Теперь, кроме Voronoi, у нас есть еще shape, то есть мы можем создать фигуру, shape, скобки,
out. И мы посмотрим на самую базовую фигуру, это треугольник. Также какие у него есть параметры. У него есть параметры sides, то есть сколько сторон у этой фигуры. Потом у нас есть параметр radius и есть параметр smoothing. Smoothing отвечает за то, насколько оно будет гладким, и это параметр сглаживания. Так, теперь давайте дадим им разные значения. И посмотрим, что теперь у нас появилась фигура, у которой 5 сторон, радиус которой очень огромный, достаточно огромный, я бы сказала, но мы можем его чуть-чуть уменьшить, и что у него есть смузинг, то есть мы видим, что его края очень гладкие, и они блендятся то есть они меняются с этим черным цветом. И также мы сейчас познакомимся с еще одним источником, который мне безумно нравится, он называется градиент. Также мы пишем градиент, скобки, dot, то есть точка, out. Out отвечает за то, что мы выводим этот визуал на экран. То есть мы не только создаем этот визуал, но еще мы выводим, чтобы мы посмотрели результат. И у градиента есть только один параметр, это speed, то есть его скорость. Поэтому чем больше скорость, тем больше она быстрее будет двигаться, естественно. Поэтому если мы дадим, например, аргумент 100, то мы будем видеть, что оно очень быстро двигается. Теперь мы познакомились с источниками в Hydra, но я не показала все источники, поэтому если мы хотим узнать, где мы можем понять, какие источники есть и как их использовать, мы также можем обратиться в документацию. Документация — это набор правил, которые необходимы, чтобы мы знали, как работать с этой платформой. Поэтому мы, например, переходим к этой ссылке Hydra Ojak XYZ, пишем /API. И мы переходим на сайт, который собрал все функции. Например, мы видим тут источник, мы видим, что мы вот посмотрели на шум, посмотрели на вороной, посмотрели на осциллятор, на фигуру, на градиент. Также у них есть еще источник под названием, который буквально называется источник. Также есть у них solid, и у них есть еще prev. Посмотрев, покликав на документацию, мы можем узнать, как они используют его, какие у них есть примеры. И это будет необходимо для дальнейшего эксперимента, когда мы будем заниматься перформансами. Самой главной логикой в Hydra это является с того, что мы всегда начинаем с источников, с которыми мы только что познакомились. Это может быть осциллятор, noise или вороной. Потом мы используем функции преобразования, которые мы сейчас будем изучать, а потом мы всегда закрываем эту цепь с помощью функции out. То есть это всегда будет oscillator, dot, потом какая-то функция, например, rotate. Мы пока еще не знаем, какая это функция, мы сейчас с ним познакомимся. И всегда это будет закрывающий out. И Ctrl-Shift-Enter, и мы всегда будем знать, что эта цепочка будет работать. Теперь мы будем знакомиться с этими функциями преобразования. Как мы можем изменять источники? Мы можем либо их менять геометрически, либо менять их цвет. Теперь мы остановимся на том, какие геометрические функции преобразования у нас есть. Мы начинаем с Rotate. У него есть два аргумента, которые мы можем ему дать. Это мы можем дать ему либо угол, либо его скорость. Давайте попробуем покодить. Давайте выберем oscillator, пишем его. Но теперь после осциллятора мы, по логике, которой я говорила ранее, говорим rotate. Даем им определенное значение. Мы берем значение 0,1, 10, то есть чтобы оно было быстрее, и выводим его на экран. То есть теперь мы видим, что у нас осциллятор не просто как бы в его самом базовом значении, а он еще и меняется по этим углам. Мы его отключаем. Так, кроме rotate, теперь у нас есть еще вторая функция преобразования, это scale, и у него аргументы уже посложнее, у него есть amount, то есть насколько он будет масштабировать наш проект, то есть наш источник. Также у него есть xmult, это масштабирование по горизонтали, есть у него ymult, это масштабирование по вертикали y, то есть по оси y и по вертикали. Потом у нас есть еще дополнительные аргументы offset. Но так как они не обязательны, мы можем использовать только вот 3 аргумента и менять наш источник. Давайте попробуем покодить. Это у нас будет shape. Мы скажем ему
Давайте, чтобы он был просто базовым, будет у нас треугольник. Теперь мы берем его scale, делаем его очень огромным, а еще мы чуть-чуть его поменяем по оси x и по оси y. 0,1 и 0,2. Также я забыла out. Вводим его на экран. И теперь мы видим, что он виден больше. Например, мы можем поменять наш коэффициент масштабирования на 100, и теперь будет все еще ближе. То есть вообще наш экран будет белым, потому что, естественно, он больше, чем мы ожидали. Например, еще можно 1 сделать и вот так менять наш источник. Также у нас есть классная функция Pixelate. Это о том, что мы будем пикселизировать наш объект. Давайте оставим эту фигуру Shape, треугольник, и теперь вместо Scale будем писать Pixelate. У него есть, можем туда отправить два аргумента, Pixel X или Pixel Y, то есть это размер пикселей по оси X или по оси Y. Например, мы пишем 20 и 40. И мы пишем, что теперь у нас треугольник, он выглядит не просто как треугольник, но он еще и пикселизирован. Ну, например, наверное, тут в этом кейсе будет не прям интересно, поэтому давайте вместо shape поставим oscillator. Вот, теперь вообще то, что мы видели до этого, вот мы можем вспомнить, как oscillator сам выглядел. Вот так. Pixelate, наоборот, сделал его пикселяризованным. То есть мы меняем геометрию объекта, источника. Важным является еще repeat. У него тоже есть repeat x, repeat y. Все, на самом деле, аргументы, они являются очень интуитивными, потому что в repeat мы хотим сделать так, чтобы у нас было по оси x и по оси y достаточно повторений этого объекта. Давайте oscillator поменяем на shape, и теперь мы будем его повторять по определенным масштабам. Теперь, например, сделаем, чтобы по оси X у нас было 10 таких фигур, а по оси Y только одна. И вот мы теперь видим, что у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 фигур стоит по оси X. Теперь еще есть у нас коллид. Коллид — это на самом деле просто функция, которая отвечает за калейдоскоп. То есть мы можем сделать калейдоскоп. Для этого, например, давайте напишем oscillator. Напишем коллид. У коллида интересно, что у него как аргумент мы можем отправить только n-size, это как параметр называется, то есть сколько сторон будет у этого калейдоскопа. Мы давайте напишем, что будет 10. И теперь мы видим, что теперь наш осциллятор выглядит как настоящий калейдоскоп с 10 сторонами. Как только мы закончили все функции насчет геометрии, мы теперь знаем, что еще можно влиять на цвет этих источников. Вот, например, я сюда написала некоторые примеры. Начинаем с Posterize. Очень довольно сложно звучит эта функция. На самом деле она просто делает проще эти изображения и цветовую палитру изображения и делит его на определенный бинс. А гамма, оно влияет на то, насколько эти бинс являются яркими или контрастными. Давайте напишем пример. Я хочу начать с градиента. Градиент, естественно, мы пишем скобки, dot, и теперь пишем Posterize. Еще хочу, например, показать вам интересную фичу, которую мы можем использовать в Kotlin. Это написать bins не только одно значение, мы можем написать несколько значений. Мы можем создать определенный sequence, то есть определенные значения, которые могут меняться. Например, не только 1, а 1, 10 и 60. То есть они будут выполняться в порядке того, как мы его написали. И теперь мы в гамму пишем, например, 0,5. Не забываем все показать тут. И теперь мы видим, что градиент и его бинс будут меняться. То есть 1, вот смотрите, потом 10 и 60. Теперь следующий у нас есть еще функция Shift. Shift, оно имеет переменные, которые у него есть. У него есть R, G, B и A. То есть это цветовая модель, которую мы используем. То есть это красный цвет, это зеленый и
голубой цвет, который мы используем для того, чтобы создать цвет в нашем изображении. Поэтому если мы будем менять их, то некоторый цвет будет преобладать, а некоторый цвет будет, наоборот, будет меньше показываться на изображении. Давайте, например, сделаем новый код. Давайте его shape. Давайте oscillator оставим. Создадим oscillator. Потом теперь мы говорим, что у него shift будет выглядеть, у нас r будет равен, например, 0.1. Давайте очень много красного оставим и тоже очень мало голубого оставим. А альфа это о том, как у нас будет меняться насыщенность этих цветов. Поэтому туда мы давайте тоже оставим весь спектрум, и мы выводим это на экран. Теперь мы видим, что наш осциллятор выглядит так, что у него именно, то есть не красный цвет, а именно зеленый цвет будет преобладать. Вот, например, если мы видим, то красного цвета мало и голубого цвета очень мало, а он на самом деле очень насыщенный. Итак, еще я знаю, что, например, мы когда работаем с фотографиями, например, в редакторе для социальных сетей, допустим, мы редактируем фотографию, есть некоторые функции, которые мы всегда используем, но не задумывались о том, что на самом деле за этим стоит язык программирования. И в этом случае в Hydra тоже есть такие функции, которые мы каждый день видим. Это контрастность, это насколько насыщенная фотография и насколько оно яркое, и поэтому это называется контраст. Brightness — это насколько яркое, и saturate — это насыщенность. То есть и у всех у них как аргумент идет только одна переменная, это коэффициент того, насколько у них контрастно будет или не контрастно. Поэтому, например, давайте оставим тот же, создадим другой с градиентом поработаем и скажем, чтобы у нас была очень сильная контрастность. Пишем контраст. Дадим ему значение 10, выведем. Теперь мы увидим, что градиент у него все контрастно. А если мы уменьшим это число, то это будет более смешанные друг с другом цвета. Этот контрастность можно поменять на brightness, чтобы мы сделали более такую яркую картинку. Так. У меня тут синтаксис ошибка пошла. Brightness просто. Ага. Вот, и теперь у нас видим, что градиент стал вообще ярким. Или мы можем его чуть-чуть уменьшить. И оно будет как классический градиент, который мы все знаем. Так же, как финальная функция, мы рассмотрим функцию, которая буквально называется color. Мы берем весь этот код, который мы написали, и в Gallery эта функция, она интересна тем, что она работает со всеми каналами изображения, которые мы говорили, это R, G, B и A. То есть для каждого канала цвета мы отдаем определенный коэффициент, и они будут работать с этими коэффициентами. Интересно, что максимальное значение этих переменных должно быть от 0 до 1. 0 будет означать отсутствие цвета, а 1 будет означать, что этот цвет максимально присутствует в нашем изображении. Давайте сделаем пример. Уже в этом примере давайте напишем, например, интересную модуляцию, то есть интересную функцию collate, то, что мы меняем его геометрию, а потом мы меняем его color. И давайте сделаем так, чтобы у нас этот oscillator, он был как калейдоскоп, но остался только зеленый цвет. Мы даем 1 на зеленый цвет, голубой цвет и красный цвет все убираем. И насыщенность сделаем 50% и выводим на экран. И мы видим, что у нас вышел калейдоскоп, который выглядит очень красным. Также, конечно же, эти коэффициенты можно менять и играться. И на самом деле можем использовать сюда тот трюк, который мы использовали ранее. Это менять насыщенность красного цвета, например, 0,1, потом давайте 1, потом 0,5. И тогда оно будет меняться в направлении, которое мы написали сюда.
На данном этапе урока мы познакомились со всеми основными функциями, которые касаются источников, которые касаются геометрии и цветов. Но так как я не описывала все функции, которые есть в документации, давайте мы вернемся в документацию. И в этом моменте хочу сказать, что, например, некоторые функции не могут быть сразу понятными с их названий. Поэтому для того, чтобы мы понимали больше, я предлагаю вам поэкспериментировать с кодом и использовать концепцию learning by doing, когда мы обучаемся на практике. Это очень важный концепт программирования, так как это направление является экспериментальным, и поэтому для того, чтобы понимать, с чем экспериментировать, нам надо самим экспериментировать с кодом. Теперь начинается самая интересная часть, и причина, почему я очень люблю Hydra, это его внешние источники. Мы познакомились с внутренними источниками, которые мы назвали Slater, Voronoi и Noise, но также мы можем создавать внешние источники. И мы будем давать им названия S0, S1, S2, S3. Почему? Потому что разработчицы до нас сделали такие названия, и мы должны следовать этим названиям, чтобы наш код работал. И теперь давайте попробуем создать камеру. Для камеры давайте назовем его S0. Мы пишем init cam. Но этой строки кода недостаточно, потому что это только создание нашей камеры. Теперь мы хотим вывести это на экран. Мы используем функцию source, то есть источник, то есть мы туда напишем S0 и говорим вывести на экран через функцию out. Теперь Ctrl-Shift-Enter. Вот тут мы можем наткнуться на очень частую ошибку, когда у нас выводится не та камера, потому что у меня используется внешняя камера, поэтому мы просто пишем либо 0, 1, 2, 3, то есть веб-браузер сам автоматически дает им название, которое соответствует цифрам, и поэтому мы просто должны написать, какая камера у нас используется. В этом случае у меня первая камера, и когда я раню этот код, я уже вижу, что у меня камера работает. Как мы делали раньше, мы можем добавлять функции к этим источникам. И, конечно же, внешние источники — это не исключение. Вот мы видим камеру. Теперь давайте попробуем давать color. Давайте сделаем его красным. Уберем все остальные цвета на минимум. Не забываем точку после этой функции. И теперь мы видим, что у меня видео, оно очень красное. Окей, что насчет других внешних источников? Кроме камеры, мы еще можем работать с фото и видео. Давайте посмотрим, как пишется работа с фото и видео. Итак, фото. Когда касается дела фото, мы пишем, даем этому объекту название S1, потому что S0 уже используется в нашей камере. S1 будет и init image функция называется. Теперь внутри сюда мы всегда пишем link. Естественно, вы можете написать сюда существующие источники, существующую ссылку. Я пишу сюда просто пример того, что там должна быть ссылка. Например, если мы хотим создать видео, то мы делаем S2, init video, и туда тоже ссылка пойдет. То есть эти функции очень похожи друг с другом. И это просто создание этих объектов. Теперь, если мы хотим их вывести на экран, то мы будем использовать также source, out и run. Но у нас черный экран, потому что внутри нашей функции image нет существующей ссылки. А если эта ссылка будет, то мы бы увидели эту фотографию. Окей, теперь, когда мы знаем, что у нас есть источники внешние и внутренние, когда у нас есть функции, геометрия, цвет, что еще мы можем сделать в Hydra? Теперь мы знаем, что в Hydra есть не только один экран, есть еще 4 экрана, с которыми мы можем работать, и для этих 4 экранов мы можем создать 4 разные источники, которые могут друг с другом потом моделироваться. Вот, например, я перехожу в код, и я удаляю этот код. Теперь я попытаюсь создать 4 осциллятора, которые будут чуть-чуть отличаться друг от друга, но я выведу их всех на экран, и мы увидим, что у нас действительно существует 4 экрана. Эти 4 экрана называются O0, O0, O1, O2 и O3. Теперь давайте создадим осцилляторы. Осциллятор первый у нас пойдет самый базовый, и мы его аутнем на O0. Так, потом у нас осциллятор пойдет второй. Мы его создадим на 1. И вот так вот пойдем. O2, O3. Теперь
Когда мы рендерим этот код, мы видим только, что у нас на экране есть только один осциллятор. Почему? Потому что мы еще должны в конце написать функцию render, просто зарендерить все. Теперь у нас будет 4, но они все одинаковые, поэтому мы их чуть поменяем, чтобы они были разные. Вот, теперь мы увидим, что у нас есть 4 экрана, и что мы будем работать с этими 4 экранами. Теперь, когда у нас есть 4 экрана, мы можем играться с этим и смешивать друг с другом. Эти функции называются blend функции. И давайте посмотрим на наш код, и мы теперь будем знакомиться с blend функциями. Первые blend функции, которые мы всегда хотим использовать, это add функция and blend функция. То есть blend функция от названия blend чуть-чуть по-другому называется, то есть по-другому выглядит. И теперь add функция. Как это работает? Давайте в add функции концепция такая, что пиксели налаживаются на пиксели. Это как бы если бы мы тонкую бумагу поставили бы сверх очень толстой бумаги и увидели бы, как они физически взаимодействуют. Blend функция — это, например, как краска, которая работает, когда мы поверх краски рисуем другой краской, и тогда пиксели не просто налаживаются друг на друга, они еще взаимодействуют, они меняют друг друга. Давайте создадим мы несколько осцилляторов и посмотрим, как они работают друг с другом. Но перед тем мы еще хотим посмотреть, как они, например, работают с другими источниками. Поэтому давайте лучше создадим вороной, который наиболее покажет, как они работают. Мы создаем вороной, скейлим его чуть-чуть побольше, а потом говорим, давай add, и мы addнем фигуру, то есть добавим фигуру, треугольник, и выведем все на экран. Так, мы вывели на экран, и теперь мы увидим, что у нас стоит вороной и стоит фигура, и они на одном экране. Как же работает blend функция? Теперь blend функция, она будет работать чуть-чуть по-другому. Когда мы пишем blend функцию, мы уже смотрим, что у них пиксели поменялись. И еще, тут есть еще второе значение аргумент. Как аргумент мы можем впустить, насколько они будут смешиваться. Например, если мы поставим 0,5, то это 50% первое вороное, 50% фигуры. Теперь мы убираем это. И теперь смотрите, что если мы хотим создать эффект затемнения. Для этого есть две функции, sub и diff. Sub — это subtraction, diff — это difference. Итак, чтобы мы посмотрели наглядно, как это работает, давайте воспользуемся этой функцией того, что мы можем рендерить 4 экрана одновременно. Итак, я создаю осциллятор и вывожу его на экран O0. Также я создаю еще 3 осциллятора. И говорю им, вот вы тут, но O1, третий осциллятор O2 и четвертый осциллятор на O3. Теперь мы хотим увидеть все 4 осциллятора. Перед этим мы хотим, чтобы они были разные, чтобы мы могли посмотреть, что они действительно разные. Например, 10, и я сюда поставлю 100. Вот так вот мы видим, что у нас 4 осциллятора появилось. Теперь мы будем использовать эти функции. Например, давайте оставим только 2 осциллятора, вот так, сюда вот так. Окей, теперь мы хотим на O2 экране посмотреть, как работает функция subtraction. Мы говорим, первый осциллятор. Мы его что делаем? Sub с вторым осциллятором, который вот выглядит так, осциллятор 10. И выводим его на экран O2. Теперь также мы уже используем функцию difference и вводим его на последний экран. Вот, теперь мы увидим, как эти функции работают. Поэтому очень важно еще сделать, например, сейчас мы можем сделать один интересный трюк, это сделать эти функции sub и diff на одинаковые осцилляторы. Как вы думаете, что будет? Это будет черный экран, так как эти осцилляторы одинаковые, и их вычитание, и их разница будет просто черным экраном. Вот так вот мы видим, что на экранах будет у нас просто черный цвет.
В случае blend-функции они миксят только цвета этих источников. Что если есть еще и функции по названию modulate, которые уже влияют на другой источник через контролирующие действия. То есть оно оказывает более контролирующее влияние, чем те самые blend-функции. Давайте посмотрим, как они работают тут. Я удаляю весь код. И тут я хочу сделать так, чтобы у меня была и камера, то есть и внешний источник, и внутренний источник. Пишем все то, как мы писали до этого. Initcam. Создали, теперь мы его вывели на первый экран. S0. Dot, и мы выводим его на O0. Рендерим. Сюда добавляем, что у нас камера используется 1. Давайте еще его поставим под красивый цвет. Давайте красный, чтобы он был. Теперь мы сделали первую камеру. Теперь давайте создадим осциллятор на второй экран. То есть она называется O1. Мы его говорим осциллятор 5. И мы выводим его на O1. Вот у нас уже осциллятор есть. Так, теперь мы будем использовать функцию modulate. Для этого мы говорим source. Вот камера у нас находится на экране O0, поэтому мы внутри source пишем O0. Это тоже будет работать. Теперь мы пишем source 0, пишем туда modulate и пишем то, что мы хотим, чтобы использовать источник O1, чтобы изменить источник O0. Мы пишем modulate и пишем туда O1 и выводим все на второй экран O2. Теперь мы видим, что мой источник O1, то есть в этом случае осциллятор, поменял мое видео. Например, мы, если сделаем его еще больше, то мы будем видеть, что моя камера, мой image поменялась из-за осциллятора. Также мы можем поменять их местами, тогда наоборот, на осцилляторе мы будем видеть камеру. И давайте попробуем это сделать. Source O, modulate и source 0. Тогда мы видим, что уже наоборот камера влияет на осциллятор. На данном этапе мы можем понять, что мы пишем уже больше кода. И поэтому, так как у нас больше кода, код становится непонятным. Для этого программисты используют форматирование кода, чтобы код был понятным для друг друга и для себя чуть позже. Для этого у нас есть горячие клавиши в хайдере, это называется Ctrl-Shift-F. Поэтому, например, если мой код будет выглядеть примерно так, например, допустим, он совсем выглядит непонятным. Тогда мы можем сделать Ctrl-Alt, то есть выбрать весь код, а потом Ctrl-Shift формат. И теперь наш код выглядит более форматированным, значит более понятным. Хочется коротко сказать о том, что есть не только modulate функции, есть еще геометрия плюс modulate функции. То есть мы додумались до того, чтобы мы можем влиять на другие источники, но также мы можем влиять с геометрической точки зрения. Поэтому, например, мы зайдем в Hydro, давайте зайдем в страницу API. API — это наши библиотеки, у которых есть интерфейс, и мы тут можем видеть, что мы только что познакомились с modulate функциями, и у них есть не только классические modulate функции, у них есть modulate repeat, то есть мы можем повторять наш image, наши источники, можем повторять не только в целом по фотографии, мы можем повторять их по оси X, по оси Y, мы можем менять их скроллинг, то есть мы можем их с ними интерактить через мышку и так далее. И, например, мы еще видим, что у нас есть внешние источники, которые говорят нам, что есть и камера, есть и фото, видео, также мы можем делать стримы, то есть мы можем сделать видео в реальном времени и отправлять это на YouTube, но это все является более расширенными функциями в хайдере. И поэтому самое классное, что вы можете еще повторить, это зайти в Hydro, и, например, давайте сделаем так. Вот та функция, которую мы показывали в начале, это Show Random Sketch. И мы можем нажать на эту кнопку, и тогда у нас будут скетчи, которые делали другие люди. Если мы захотим отправить наш код другому человеку, то мы пишем свой код,
Например, допустим, у меня самый базовый код стоит oscillator out, и тут мы видим, что вот тут, если мы пойдем на строку, где хранится адрес, мы видим, что у них есть код равен, и тут весь код, который просто задекоден внутри этого адреса. Теперь мы можем скопировать этот URL и поставить в другой браузер, и мы также вернемся на тот код, который мы тут писали. Это очень удобно, если мы хотим кому-то показать наш код. Допустим, вы написали код и хотите отправить это другому человеку или сохранить себе. Для этого есть еще классная фича. Это мы можем, например, написать свой базовый код. Допустим, у нас очень много кода, и тогда мы можем просто написать. И когда мы зараним, то мы можем заметить, что в адресной строке у нас хранится значение код и то, что он равен. И теперь, когда мы можем его скопировать и отправить другому человеку. Также мы можем тут скрыть код. Как это получается? Мы можем добавить просто ampersand и написать show code и false. И тогда у нас код исчезнет, и это очень удобно, когда мы в перформансах пишем огромный код и хотим, чтобы только визуалы были видны на экране. Самая главная задача этого домашнего задания, чтобы вы попробовали себя в роли и перформера, и кодера, а главное, наслаждались процессом. Отправляйте ваши видео на почту в описании видео, и я вам дам обратную связь. Если будут вопросы, также пишите. И я оставлю папку на все исследования, на все статьи и на все-все, которое будет необходимо для вас для дальнейшего развития. Всем пока!